Если при разработке стратегии вы концентрируетесь лишь на перспективах финансовых показателей, вы совершаете ошибку. Стратегическое осмысление должно учитывать множество аспектов, связанных с финансами, рынком, организацией бизнес-процессов, развитием сотрудников. Как увязать между собой все эти направления в стратегии? Что такое карта ключевых показателей эффективности, KPI? Что такое система сбалансированных показателей и как ее увязать с бережливым производством? Я расскажу о своем достаточно большом опыте развертывания системы сбалансированных показателей в различных компаниях. Обо всем поговорим, так что посмотрите это видео до конца. Всем Лина! Как всегда, начинаю с благодарности за то, что смотрите канал LitiPro. Поддержите его развитие, подпишитесь на него, нажмите на колокольчик под видео, чтобы быть в курсе новых выпусков. Сегодня поговорим о системе сбалансированных показателей. А снять такой выпуск меня побудил вопрос одного из подписчиков канала, Ивана Сусанина. Он написал: «Добрый день, расскажите, пожалуйста, про KPI Map, то есть карту ключевых показателей эффективности». Я решил расширить вопрос и рассказать про систему сбалансированных показателей Balanced Scorecard, BSC. Концепции, разработанной на стыке 80-х и 90-х годов прошлого столетия двумя профессорами Гарвардской школы бизнеса Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном. Сейчас эта концепция очень популярна во всем мире и находит все больше применения в российских компаниях. В чем же особенность подхода? Я ее понимаю следующим образом. Большинство компаний при разработке стратегии опирается на создание перспективного финансового плана. Они детально прорабатывают такие показатели, как прибыль, выручка от реализации, рентабельность, окупаемость инвестиций, EBITDA – это объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисления амортизации, размеру кредитного портфеля, другим очень важным стратегическим метрикам в области финансов. После определения стратегии в области финансов многие компании считают свою задачу в области стратегического осмысления выполненной. Давайте попробуем ответить на вопрос, от чего зависят наши финансовые показатели. Интересно, как бы ответили вы? По моему мнению, финансовый показатель является следствием того, насколько ваши клиенты удовлетворены взаимодействием с вашей компанией. Поэтому критически важно отразить стратегическую перспективу, связанную с клиентами. Это могут такие показатели, как доля рынка, индекс лояльности NPS, средний чек, доходность на одного клиента, узнаваемость торговой марки, иные показатели вашей рыночной успешности. Итак, без чего мы не сможем добиться своих финансовых целей? Без лояльных и активных клиентов. Следовательно, эта перспектива должна быть отражена в стратегии. И это еще не все. Клиентская перспектива тоже не конечная точка стратегического осмысления. И этот разрез является следствием. Когда я задаю вопрос своим слушателям на мастер-классах, от чего зависит наше успешное долгосрочное взаимодействие с клиентами? Знаете, самым популярным ответом является такой: когда мы обеспечиваем для клиентов лучшее соотношение цены и качества. Ох уж это волшебное сечение цена-качество. Еще бы знать, как его рассчитать. В целом направление рассуждений слушателей моих мастер-классов абсолютно верно. Клиенты будут к нам лояльны и активны, если получат за уплаченные деньги требуемую или превосходящую ценность для себя. Следовательно, стратегически важно сформулировать стратегическую перспективу в области потока создания ценности или наших процессов. Стратегически важно выстроить их безопасными, качественными, быстрыми, экономичными. К сожалению, об этой перспективе вспоминают гораздо реже. Про операционную стратегию я делал видео. Сейчас в правом верхнем углу экрана будет ссылка на него. Также я размещу ссылку на это видео про операционную стратегию под этим видео. Критически важно для успешного развития определить показатели в области организации процессов, или потока создания ценности, если этот термин вам ближе. Например, это могут быть такие показатели, как количество инцидентов в области промышленной безопасности, производительность, скорость поставки, размер дефектов, себестоимость продукции, уровень труднооборачиваемых запасов, и тому подобное. Именно третьей перспективой в системе стратегического управления занимаюсь я и мои коллеги, специалисты по операционному совершенствованию. В системе сбалансированных показателей на этом не останавливаются. Это еще не все. Как вы думаете, какого стратегического разреза не хватает? Для этого ответьте на вопрос, от чего зависит эффективность наших процессов.
Многие из вас уже догадались, что не хватает такой стратегической перспективы, как обучение и развитие. И этот раздел для меня лично называется «Развитие людей». Действительно, компания не сможет построить высокоэффективные процессы, если в них будут работать неквалифицированные, немотивированные сотрудники. Итак, в рамках четвертой стратегической перспективы, в рамках системы сбалансированных показателей могут устанавливаться такие цели, например, как доля сотрудников, успешно прошедших аттестацию, количество поданных инициатив сотрудников, количество сотрудников, обученных методом бережливого производства, доля сотрудников, участвующих в проектах совершенствования, текучесть кадров, индекс лояльности сотрудников, ну и тому подобное. Разрабатывая стратегию в 4 перспективах, компания обеспечит ее системность и целостность. Именно на это направлена система сбалансированных показателей. Лично для меня 2 последних раздела являются наиболее важными, так как стратегические разрезы финансы и рынки являются, с одной стороны, следствием того, как вы выстроите процессы и выстроите свою команду. С другой стороны, это наиболее изменчивые показатели в современном полном потрясении мире. А последнем немного подробнее. Реальность такова, что большинство компаний находится в валом океане конкуренции, где идет непрерывный 9-бальный шторм. И дальше будет еще сложнее. Периоды относительного затишья будут сменяться мощными потрясениями. И в этом задача системных лидеров – создать компании, которые предназначены для работы в штормовую погоду. Кризис для них – это привычная среда обитания. Так вот, создать такие компании можно лишь концентрируясь на процессах и людях, а не на финансах и на рынках, которые являются результатами предыдущих 2. Помните принцип Дао Тойота? Правильный процесс дает правильный результат. Система сбалансированных показателей предусматривает, что стратегия предприятия и отдельных подразделений должна разрабатываться по 4 перспективам. Это финансы, клиенты, процессы и развитие и люди. У некоторых может возникнуть такое мнение. Мое подразделение напрямую не работает с конечными потребителями. А для нас стратегическая перспектива клиенты нельзя описать. Это совсем не так. У всех есть внутренний или внешний клиент. Поэтому для всех без исключения формируется стратегическая перспектива клиенты. Для кого-то это будет, например, количество претензий от внешних клиентов, а для кого-то от внутренних. Именно в силу всестороннего взгляда на стратегическую перспективу в моей практике система сбалансированных показателей и бережливого производства очень хорошо интегрируется. Следует оговориться, что в рамках бережливого управления есть такой инструмент, как Хосин Канри. И несмотря на некоторые методологические особенности 2 подходов, их можно интегрировать. Прежде чем рассказать о картах KPI, прошу вас поддержать канал LitiPro. Это один из немногих каналов, который рассказывает о бережливом производстве, управлении изменениями, лидерстве, управлении проектами. Подпишитесь на канал, без этого развитие невозможно. Я рассказал о ключевых идеях системы сбалансированных показателей. При этом мой подписчик Иван спрашивал о картах KPI. Давайте об этом поговорим. Стратегические карты – один из инструментов системы сбалансированных показателей. Они содержат сведения по 4 направлениям, перспективам, о которых я рассказал, и могут содержать следующие элементы. Первое – цели. Второе – показатели. Это статистические метрики, отражающие динамику по целям. Задачи. Ключевые направления развития. Инициативы. Перечень мероприятий, проектов, направленных на решение стратегических задач. Карты могут иметь форму таблицы или диаграммы. Последняя является графической интерпретацией комплекса элементов. В своей практике я использую и то, и другое. Графическая интерпретация стратегической карты строится, в моей практике, с командами изначально, затем переводится в табличную форму. Кстати, в моей практике был период, когда я пытался создать единую факторную модель, то есть увязать через математическую модель все отдельные показатели. Смотря на чрезвычайную привлекательность данного подхода, комплексную модель мне создать не удалось, так как по мере роста ее сложности взаимосвязи становится слишком много. Если в области финансов и рынка счетные задачи давались относительно легко, то по мере декомпозиции модели на процессы и особенно, на перспективу люди, задача счетная резко усложнялась. В любом случае, подход требует решения расчетных задач там, где есть взаимосвязь между показателями и можно строить финансово-экономические модели. Сегодня я рассказал о ключевых идеях системы сбалансированных показателей и стратегических картах. Тема гораздо больше, интереснее, чем уместилась в это небольшое видео. Хотите, чтобы я более подробно ответил на тему стратегических карт и системы сбалансированных показателей в целом, напишите вопрос в комментариях, я обязательно отвечу. А на сегодня это все. Всем лина, увидимся!